Сегодня мы поговорим о Apple Glass, умных очках от компании Apple. Первым про Apple Glass упомянул Мин Чи Ко, известный аналитик, который часто точно рассказывает о еще не вышедших гаджетах Apple. Мин сообщает, что компания объявит о новинке уже в 2021 году, раньше, чем предполагалось. Тайные секреты привлекают внимание, и эта новинка не исключение. Умные очки Apple Glass должны были выйти в 2019-2020 году. Их пробные партии уже производились где-то в Китае, но первая же партия, отвечающая требованиям Apple к качеству, оказалась последней. Конструкции оказались нежизнеспособные. Иного объяснения быть не может, ее отправили на доработку. Выход умных очков от Apple перенесли. AR и VR устройствами, пользующими этими технологиями, в Apple занимаются несколько сотен человек. Судя по тому, что 15 ноября 2019 года для того, чтобы их всех собрать в одном помещении в Apple Park, потребовался главный зал театра имени Стива Джобса, вместительностью в 1000 с лишним человек. К слову, это очень большое подразделение. Среди этой тысячи таинственный источник информации о самой засекреченной компании в мире, из-за которого в Bloomberg раз за разом угадывает ее действия. В июне 2020 года Bloomberg сообщил об очередном внутреннем совещании в подразделении Apple AR/VR. На этот раз оно проводилось в удаленном режиме. На совещании обсуждались изменения в стратегии умных очков от Apple, из которых к нашей теме относится только одно – Apple Glass, которые переходят в следующую фазу разработки. Ее начали превращать в реальный продукт, уже как минимум во второй раз. У всех AR/VR устройств много общего с Apple Watch, особенно с первой моделью часов. Внутри устройств SiP-система в корпусе. То есть микросхема чипсета монтируется не на плате, а на прочном корпусе, заполненном мягким пористым наполнителем, что повышает ее ударостойкость. Про чип, управляющий Apple Glass, известно только то, что он разработан специально для них. Для ROS разработан инструментарий разработчика, и после того, как умные очки Apple выйдут в свет, для них откроется собственный App Store. Как и Apple Watch самой первой модели, умные очки будут глубоко зависимы от сопряженного с ними iOS устройства, iPhone, возможно, и iPad. Из-за этой зависимости у них масса преимуществ перед аналогичными изделиями конкурентов. Они легче, проще и надежнее. Бывают зависимости, с которыми лучше не бороться. Виртуальная реальность погружает пользователя в искусственный нереальный мир, и он в большей или менее степени выключается из внешнего мира. Поэтому AR и VR гарнитура и Apple Glass существенно разные устройства. С первыми в IT-индустрии все очень даже неплохо. Выпускается множество замечательных устройств, погружающих человека в реалистичные цифровые галлюцинации, например, Oculus Rift или Oculus Quest. В 2021 году, по мнению Мин Чи Ко, Apple представили именно такое устройство. Летом 2019 года очки уже готовили к выпуску, но что-то пошло не так, и на совещании искали много ответов на вопросы, кто виноват и что делать. По последним данным, Майк Роквелл до сих пор технический руководитель проекта умных очков от Apple. В итоге компания решила начать сначала обкатывать самые тревожные технологии на iPad Pro и iPhone 12 Pro в 2020 году. Вот для чего нужны были все эти TOF и лидары. В iPhone следующего года лидар появится в моделях без частицы Pro в названии. Наверное, у них все получилось.